Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро расклад. Что приснится? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события июня. События будущего. И я благодарна за ваши добрые комментарии, искренне за вашу поддержку, за то, что смотрите мои видео и читаете мои публикации. Июнь – первый месяц лета, и доброе небо июня требует от нас некоторого терпения. Хорошо пробовать что-то новое, словно примерять на себя, не просто оценивать, а именно попробовать, сделать первые шаги. Через опыт к нам приходит понимание, а нужно этим заниматься, или а ну его. Научитесь смотреть далеко вперед. Важно изменить образ мышления, а возможно и решиться на что-то. В июне категорически противопоказано волноваться, по пустякам особенно, строить вокруг себя заборы, невидимые стены. Не лишайте себя радости, мои дорогие стрельцы. Отпускайте то, что вас может раздражать, и будьте добрее к самим себе. Мы все будем вынуждены адаптироваться к новым правилам игры до конца 2025 года. Но, на мой взгляд, мы более это почувствуем или важность адаптации в 2026 году, поскольку 2025 это год змеи. Змея, она мудрая, да, это такой все же неспешный год, более медленных энергий. А вот уже год огненной лошади нам может принести темп галопа. И это может касаться как и информации, которая может быть совершенно разрозненной. Мы можем стать перед таким фактом, как мне с этим поступить, или что мне теперь делать. Вот такое я не исключаю. Там даже не спрограммируешь, не спрогнозируешь. Настолько может быть непредсказуемым 2026 год. Ну ладно, у нас пока июнь с вами. События ближайшего будущего. Я вас хочу пригласить на свой сайт. И оставлю ссылки в описании под видео. Переходите, читайте, смотрите, а также ссылка для тех, кто хочет поддержать мой канал и стать спонсором. А мы идем вперед. Что же покажет вам цыганский пасьянс? События будущего, с чем это может быть связано? Особенно по части прояснения каких-то вопросов. Семейное счастье. И для тех, кто один или одна, конечно, вопросы личной жизни, вопросы дома могут быть. И как буквально домочадцы, так и стены. Может быть, по части, где вы находитесь, где вы собираетесь находиться. Вы можете искать информацию или обустраивать то место, где вы сейчас проживаете. Что-то планировать, но, безусловно, подковано счастье, говорят, да? Поэтому какой-то удачный период жизни, или счастливый, или более спокойный даже, тут у кого как. И, правда, астрологически по транзитам июнь для вас обещает, да даже вторая половина 2025 года. И, кстати, у меня есть по китайскому календарю, по астрологии тоже есть прогноз. Перейдите, прочитайте, какие энергии присутствуют в вашей жизни. Чему следует открыть дорогу, словно. Может быть, что-то пересмотреть. Смотрите, у вас выпадает еще молния. Молния, как молниеносное известие. Такое может быть. Возможно, вам придется что-то словно переигрывать, переделывать. И вам это по судьбе. Но это то, что вам будет нравиться. Смотрим дальше. Вот смотрите, череп, это не есть, это переживание, и это не есть какая-то конкретика. Это не то, что есть в нашей жизни на самом деле. Скорее, это тут нам что-то кажется. Или мы начинаем где-то копаться в прошлом, анализируя, думать, что вот прежняя ситуация, она с точностью повторится. Здесь именно мысли вас могут держать или ваше восприятие от того, как вы будете на что-то реагировать. Ведь многое зависит от того, как мы воспринимаем. Здесь это может мешать, вот конкретно. И посмотрите, видимо, на злобу дня совсем другие события приходят, а мы все пытаемся
может быть, и решить какой-то вопрос, но старыми методами. Скорее всего, тут нужно будет действовать как-то по-новому. И вторит вот эти двое мечей. И, кстати, они перевязаны, обратите внимание, в том месте, где острие. Они не способны ранить. Вот, скорее всего, это внутренняя какая-то разобщенность или сомнение. Может быть, внутреннее чувство тревоги, или когда, опять же, вы вспоминаете какую-то минусовую ситуацию, она уже закончилась. Но вам может казаться, что это вновь повторится. А вы уже ушли далеко вперед от того места, где были ранее. Поэтому не пытайтесь притянуть себе что-то из прошлого, особенно со знаком минус в первую очередь. Прочный союз. Кольцо может символизировать прочный союз как и по работе, по каким-то контактам вашим, может быть и по бизнесу. Ну, а у кого-то имеется в виду это близкий человек. Это то, что должно быть продолжено. Волшебно, мои дорогие. Вот, кстати, редко совпадает венок и кольцо. Понятно, что не для всех, но, мои дорогие стрельцы, у кого-то речь зайдет о свадьбе. В ваших личных отношениях. Пусть один, два, три человека, да, когда вы всерьез задумаетесь. Или, к примеру, пусть вы даже один или одна, вы можете задуматься, а было бы неплохо мне завершить свое одиночество. Но именно в сочетании венка и кольца это свадьба в этом пасьянсе. Ну, будьте реалистами, перекладывайте на себя, для кого это актуально. Понятно, что это не для всех, но для кого актуально, все к тому идет. И вот и гости заодно. Ну, правда, тут все последовательно. Правда, у кого-то могут быть вопросы бракосочетания. И вы можете узнавать, допустим, как это оформить, к чему-то готовиться. Но у кого-то это просто сами по себе вот эти три символа будут отождествлять, как и гости, либо вы в гости, либо к вам гости. Какая-то радость по венку, и есть все равно те отношения, которые есть смысл продолжать. Это точно. Прочный союз. Волшебно. Очень люблю это значение. Голубь. Это благополучие. Ну, наверное, это как у Ленорман клевер. Когда, в принципе, даже если нам что-то тут казалось, или какое-то дело начиналось с минуса, кстати, это не факт, что потом закончится именно минусом. И даже по взаимоотношениям. Мы иногда, бывает, с каким-то человеком начинаем именно контакты с того, что либо какая-то конфронтация, либо спор, либо ссора. Вот даже бывает и так. Но если мы способны проговорить откровенно, глядя друг другу в глаза, то в последующем мы больше понимания. Или, знаете, вы можете столкнуться даже с таким человеком, который говорит то, что думает где-то. Да, нам где это неприятно слышать. Или мы не согласны. Но если человек искренне что-то вам о чем-то говорит или транслирует свою позицию, точку зрения, это не значит, что это плохо. Все, опять же, зависит от нашего восприятия. И вполне вероятно, когда мы попытаемся, постараемся понять друг друга, мы можем остаться лучшими друзьями. Я вот это не исключаю. Благополучие, в целом семейное счастье, ну и словно по судьбе, может быть, решить некоторые вопросы. И я вот вижу еще у нас тут совпало. Это цепи. Вот тут вас могут одолевать какие-то тяжелые размышления. Вот эта сердечная тяжесть. Удивительно, но вы собрали вот как раз те значения, которые все три, как и перекрещенные мечи, как вот эти цепи, словно сами себя держите в застенках собственных предубеждений и мыслей. А жизнь идет вперед. А в жизни оно как будто в реальной, оно все обстоит совершенно иначе. Поэтому не лишайте себя радости, мои дорогие. Ведь на самом деле мы все люди. И, конечно, наше сознание, великий шаблон, это где-то привычка, это не разум. Разум – это у нас интеллект, это как высшее что-то. А сила привычки нас заставляет снова и снова оборачиваться назад или начинать додумывать. И если мы начнем что-то думать, согласитесь, мы до такого можем додуматься. Потом сами удивимся, так тоже бывает. Пока я с вами говорю, я смотрю, что еще совпало. И в нашем раскладе, в нашем пасьянсе мы можем соединить крайние ряды
как по вертикали, так и по горизонтали. И я не вижу тоже более совпадений. Вам действительно ничто и никто не мешает. Нет тех значений предупреждающих, они у вас не совпали, на которые действительно нужно обратить внимание. Тут нужно обратить внимание на самого себя и ход собственных мыслей. Ну ладно, идем вперед. И если мы сказали, что прояснится, вот давайте узнаем, достанем карту. Что прояснится? С чем это будет связано? Или сфера вашей жизни? Неожиданности. Добрые события, следующая карта. Или что вас приятно удивит? Что вас будет радовать? И к чему это все идет? И сообразно этому периоду по основным сферам жизни мы посмотрим. Первое – дела, работа, бизнес, учеба. У кого-то документы. Финансовая история тоже посмотрим. И личная жизнь. Так что же вас удивит? Вот все то, что я только что говорила. Карта искаженного восприятия, у нас закрыты глаза. Мы видим очень однобоко какую-то ситуацию, а на самом деле все обстоит иначе. Поэтому карта говорит: открой глаза. Здесь у нас у самих могут открыться на что-то глаза, как внутренний инсайт, чем вы будете, к примеру, заниматься. Может быть, творческий вот такой вот инсайт, что для вас и интересно, и важно. Какие-то приоритеты вы тут можете пересмотреть, мои дорогие стрельцы. Но также это может быть, как глаза открылись, прозрение. Мы видели в каком-то одном свете, да, ситуация, тут мы понимаем, да нет. Это признание может быть как и собственных ошибок, или зря я сама себе, или сам себе что-то там надумал. Вот какая-то реальность для вас может означать некоторый сюрприз. И ведь ничего не меняется, по сути-то дела. Это мы с этого момента воспринимаем жизнь как-то иначе. И понимаем, что сами себя где-то загнали в рамки, потому что не видели то, что происходит на самом деле. У кого-то эта карта может означать примирение, правда? С учетом всего, что у нас выпало по пасьянсу. Поэтому будьте милосерднее к самим себе. Не нужно додумывать. Одновременно это карта инсомнии, поэтому для тех, у кого бессонница, есть смысл подумать о том, как ее свести к нулю. Если это уже хроническое какое-то состояние, подумайте, может быть, есть смысл обратиться к специалисту, но как минимум нормализовать режим труда и отдыха, не смотреть, может быть, какие-то сложные передачи, которые требуют такого глубокомыслия, размышления, философии перед сном. Или не смотреть каких-то сложных, может быть, фильмов, которые, ну, в вас пробуждают эмоции, когда вы тоже, они не отпустят вместе с окончанием фильма, а они продолжат оставаться в вас. Вот проанализируйте, что вам конкретно мешает жить, мои дорогие, и вы проясните для себя. Действительно, на самом деле нет каких-то реальных преград, помех, а большинство из них в моих восприятиях. Восприятиях мира, каких-то ситуациях или, может быть, по части отношений. Нет ничего того, чтобы вам на самом деле препятствовало, это точно. И в неожиданностях будьте готовы, как будто вот такой анализ или быть честным самим собой, открыть глаза совершенно необходимо, потому что в неожиданностях у вас старший аркан, и нам ведь тут сказали, событие, молния, да, неожиданность сама по себе. И этот аркан тоже где-то неожиданность. Это карта стремительности. Это, кстати, карта, которая свидетельствует об успехе, что что-то получится. Но это будет зависеть от приложенных усилий. И карта говорит: не оглядывайся назад. Вот не случайная девятка нам выпадает. Мечей, пусть и были какие-то разочарования, но это же уже было. Это не повторится. Мы это, кстати, тот момент не вернем. И карта говорит: не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. И у кого-то действительно либо сама по себе поездка, либо много переездов, каких-то согласований. Может быть, далеко вы не поедете, но по чиновникам придется ходить. Или вы решите какой-то вопрос. Возможно, и по работе тоже. Много каких-то мелких перемещений, а у кого-то подготовка к гостям, например, может быть, и гости издалека.
или вы сами куда-то далеко собираетесь. И вы знаете, мои дорогие стрельцы, по астрологическим транзитам вторая половина 2025 года, она просто восхитительна и прекрасна для ваших путешествий. И вот в неожиданностях, если даже прежде, первая половина года, ничего подобного вы не думали, а здесь вы можете задуматься, так вот не сдерживайте себя, продумайте. Может быть, начните с каких-то мелких перемещений. Для вас жизнь будет играть разными красками. Это другое качество жизни вам открывает карта. Но будьте готовы еще и к тому, что какой-то вопрос вам придется решать быстро. Вы, может быть, и не планируете ничего подобного, но будет тот момент в июне, когда собрался, подпоясался и куда-то поехал. Потому что куй железо пока горячо. Если упустим момент, то завтра он удачный какой-то именно момент, или его величество случай не повторится. Будьте внимательны, это старший аркан, и стало быть, это всегда какие-то внешние события или новости, или то, что приходит извне. Добрые события. Карта жадины, но мы хотим что-то сохранить. Но если вы видите, что человек, например, не откликается, а вы всячески пытаетесь возобновить какую-то историю, ну, к примеру, ну, отношения – это не игра в одни ворота, тогда нужно делать выводы, правда? С другой стороны, по части финансов все-таки нужно быть рачительным хозяином, ну, где-то, может быть, и жадиной. Не транжирить буквально деньги или что-то считать. По четверке пентаклей для вас будет очень важна вот эта финансовая стабильность. Я понимаю, что у каждого сейчас свое понимание и свои реалии по части денег. Но значит, вот то, чем вы располагаете, это ваш ресурс. И это для вас важно. Может быть, оттолкнуться от этого, построить какую-то новую финансовую концепцию, как будто ресурсы-то у вас есть, но добрые события, вот это будет продолжаться, они будут зависеть от того, как вы это в какую-то новую плоскость переведете. Когда вы из того, что вы имеете, это, пусть это будет у кого-то деньги, у кого-то это ваше время, мои дорогие, не впустую потраченное, а по делу, или потому, что откликается, то, что служит для вас прогрессом. Помним, что деньги – один из способов взаимодействия с миром. Может быть, какая-то финансовая новая стратегия, тактика или инвестирование в себя. Я такое тоже могу допустить. Но определенно есть какие-то у вас ресурсы, и это нужно сохранять и приумножать. Вас это приятно удивит. Может быть даже, что у вас есть, если вы посчитаете, проанализируете и ваши возможности, и ваши знания, и ваш денежный эквивалент, то вы не будете строги к самому себе. Вы поймете, что а ведь на самом деле в наше сложное время у меня не все так плохо на самом деле. И это больше мои какие-то разочарования, или это я так вижу. Может быть, вы говорили, я художник, я так и вижу. Но, видимо, художник на какое-то время закрыл эти глаза, и пришло время их открыть. Быть милосерднее к самим себе. Не гнать себя галопом. Подождите, 26-й год нам придется где-то убыстряться, хотим мы этого или нет. Ну и где-то вот эта практика быстро переключаться, да, на предложения, на какие-то внешние события. Я не говорю, что мы сразу прямо с места в карьер и не успев додумать. Нет, тут додумать определенно стоит. Каким образом мы хотя бы будем действовать или какой-то метод. Но все эти методы по аркану колесницы, они новые. Старые нам не помогают. Шаблоны прежние не работают. И к чему это все идет? Перезагрузка. Вот, наверное, как в этой карте, Паш. С одной стороны, мы учимся, мы адаптируемся. А в этой карте, словно вот этот жезл, который подбросила наша Паш, очертил круг и выходит на новый виток. Но это какое-то начало, вдохновение. Это, кстати, приток жизненных сил, энергии. И есть какой-то проект, а пусть это может быть и через отношения, когда вы решаетесь оформить отношения. И значит, это какое-то документальное уже оформление, да, когда вы будете узнавать, да, каким образом это сделать. А для кого-то это вы собираетесь поехать куда-то. Может быть, в то направление, в котором прежде не планировали. И тоже будете искать информацию. По пажу мы учимся
и куда-то намереваемся попасть. И все то, что касается нашего интереса, у нас обязательно осуществится, но какими-то иными способами. Вот посмотрите, не случайно вам говорят: открой глаза. Мир прекрасен и удивителен, несмотря даже на какие-то сложные внутренние противоречия или несмотря на то, что прежде вам довелось пережить какую-то сложную ситуацию жизненную, которая вас больно ранила. То есть откуда у нас эти закрытые глаза? Потому что держит нас еще опыт прошлого вот этими цепями. Еще придает, вот как по этим двум перевязанным мечам, сомнение, какую-то двойственность. Но мы тут не должны себе мешать и что-то искусственно надумывать. Давайте посмотрим по сферам жизни, дела, работа, бизнес. Ну что ты тут скажешь? Посмотрите, у вас 2 старших аркана. Это вот как то направление, куда вам нужно стремиться, аркан. Колесница вам тут словно судьба помогает. Это точно. И карта императрицы. Мои дорогие девочки, я не исключаю, кто-то из вас, кому это важно, актуально по возрасту и по вашим намерениям, целям. Я жду ребенка, вы можете узнать. Но, понятно, не для всех. Вообще это благополучие в квадрате, и, соответственно, у вас выпадало семейное счастье. Императрица очень плодовита не только буквально, но на какие-то идеи. И значит, у вас есть какие-то идеи, и как будто их наступает время их реализации. Не положить как будто в стол, да, какую-то мысль, мечту, может быть, или в дальний угол оставить на потом, а подумать, как реализовать. У вас и невозможно, возможно. Период перезагрузки, я бы сказала, для вас в июне, причем в добрых энергиях. В тех энергиях, когда у вас может что-то получиться. И пусть в июне вы сделаете первые шаги. Поверьте, мои дорогие стрельцы, в последующем вы себе скажете спасибо. Пусть это будет новый курс обучения или получение какого-то сертификата. Может быть, вы задумаетесь путешествовать, работать из любой точки мира, начнете учить языки, но у кого-то язык программирования или освоение каких-то новых технологий, цифровых технологий. Здесь все для вас полезно, то, что вас вдохновляет, то, что вас заряжает энергией, когда хочется жить. И как раз сама по себе жизнь, символ нового «я». Это у вас на дела, на работу, на бизнес. Тут все может удаваться, как и проекты, так и оформление бумаг, буквально так, согласований, договоренности, примирения, да чего хотите, потому что у вас аркан императрица. И, кстати, деньги тоже, деньги есть. Но, видимо, 4 пентаклей. Тебя стрелец будет радовать, если ты, какую-то заначку или энную сумму отложишь или употребишь в последующем на самого себя, как вот обучение. Вот потому что следующая у нас карта, к чему все идет, именно паш. Деньги. Но опять же говорит старший аркан опять, умеренности. Вот с деньгами будьте аккуратны, потому что все то, что я говорила по 4 пентаклей, для вас один из способов взаимодействия с миром. И это не только деньги, это ваши ресурсы. И здесь словно тоже по судьбе. Неслучайные случайности могут быть по деньгам. И я не говорю сейчас о какой-то лотерее. Воспринимайте правильно, мои расклады ни разу не про какие-то такие выигрыши случайные. Нет, это умеренность или период спокойный, нам об этом говорят. Но это дается не для того, чтобы мы сели и просто что-то ждем. А нет, мы в спокойных энергиях с чем-то определяемся. И все подмечаем. Здесь могут быть знаки какие-то судьбы. И поверьте, если в июне возвращается какой-то человек, значит, для чего-то это нужно. Или возвращается какое-то дело, значит, тоже для чего-то это нужно. Это нужно переложить на себя и именно себе задать вопрос. А для чего? Либо какой-то вопрос вернулся в мою жизнь, либо конкретная какая-то тема или человек. И если мы говорим даже о людях, мы не можем сказать, что что-то будет продолжено долго, поскольку люди приходят в нашу жизнь, некоторые надолго, некоторые остаются на всю жизнь, но есть и словно прохожие. И вы нужны для чего-то человеку, но и вам он тоже нужен на какой-то определенный отрезок времени. Да, вполне вероятно, потом мы с ним расстанемся. Это может быть вопросы работы, каких-то согласований. Здесь нам словно судьба может открывать врата.
Для вас здесь могут открываться некоторые двери, но это будет не в том шаблоне, как вы это себе представляли, а с каким-то альтернативным вариантом. Но так и новые люди вам могут встречаться, поэтому тут будет важно, как вы сумеете сложить из неожиданностей каких-то, будьте внимательны, вот этот красивый узор, как по аркану императрица. Личная жизнь. Вы наиболее ресурсные. Мои дорогие девочки, это ваше притяжение, безусловно. Это карта женской силы, где-то есть такое значение. Вы можете быть как магнитом для противоположного пола, но для мужчин это может также означать та женщина, с которой хочется быть рядом. Это она для вас может быть как магнит. Но если для всех одинаково как для девочек, так и для мужчин, это ведь карта дипломатии. И обратите внимание, словно девушка нам изображена половина лица с львиной гривой. Это эмоции, лев прообраз нашего эго. Опять же, возвращаемся к первой карте, потому что мы настаиваем на своем. Или мы хотим, чтобы было ровно так, как мы именно это задумали, или мы это планировали, или нам так более предпочтительно. А карта говорит, нет, ты упустишь возможность, которая к тебе не вернется. Словно причесатель в себе. Карта вам предлагает. И если вы пользуетесь дипломатией, готовы держать какой-то баланс, для вас нет вообще ничего невозможного. А для девочек тут действительно с картой императрица, мои дорогие, тут что-то очень интересное. Как и по творчеству, как и по вдохновению, так и по личной жизни. А если вы одна, самое время покончить со своим одиночеством. Жизнь непредсказуема, но интересна. Позвольте вас провести судьбе той дорогой, которая предпочтительна. Не сопротивляйтесь и не лишайте себя радости. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.